И снова всем здравствуйте. Нет, это слишком. Это... Когда я говорил тебе быть самим собой, я не говорил быть тухлым огурцом. Это мы из 90-х. Больше, глубже голос. Это Даниил Крастецкий. Яблонин и Андрей Юрьевич Смирнов. И Андрей Срака. Блять, ну нет, ну ёпты, ну ты портишь, блять, ты портишь все, ты просто портишь, блядь. Я создан для того, чтобы портить и возвращать вам воспоминания, которых даже у вас не было. А помнишь? Сегодня мы будем... Что мы будем сегодня? Мы сегодня будем пробовать две вариации стирки. Как оказалось, в наше время девайсов, чтобы постирать белье, было такое количество, что даже с современными стиральными машинами, которые больше похожи на космический корабль или капсулы заморозки человека при запускании в космос. Потому что я последний раз зашел в магазин, я увидел стиральную машину, то ли Samsung, это не реклама, то ли LG какая-то. LG. Это не реклама. Да, LG, тем более шкафы теперь стиральные продают, когда ты просто вот так, знаешь, ставишь... Пиздатый очень, да? Да. Тоже не реклама. Ставишь туда, короче, этот свой костюм. Сам в нем встаешь такой. Да, и он тебя отпаривает. Ну, короче, химчистка домашняя, как холодильник второй. Пиздец, место бы найти в пятиэтажке. Вот. Если ты всю пятиэтажку снимаешь... Двухкомнатную берешь, в одной комнате у тебя стиралка, в другой. Короче говоря, то есть современные машины похожи на какой-то пипец. Старые машины больше были похожи на станки. Да. Вообще не френдли. Но они, которые стирают. Они не стирали. Они никак не были похожи на то, что... И они не делали то, что должны были делать. Поэтому это мы из 90-х, и сегодня у нас большая стирка. Что принес? Бля, как называется? Стиральная доска. Кто не знает, это стиральная доска. До стиральной машинки была аналоговая стиральная доска. Полная, да, набор схема, это вот такая. Это еще и музыкальный инструмент, между прочим. Да. Да. О, Салли Долли. Короче говоря, форм-фактор у этих досок разный. О, форм-фактор досок. Да. Еще разные поколения, да, были? Это, если вы не знаете, что это для мыла. Схуяли. Сюда стиральное мыло сюда клали. Ну, по крайней мере, в моей семье происходило так, сюда клали мыло. Я, кстати, мозг себе ебал, зачем это говорю. Вот, есть типа такая, я просто даже не представляю, сколько бабкиных панталон здесь было выстирано на этой хуйне. Да и деткиных, я уверен. У нас второе, собственно, если у тебя идет аналоговая история, у меня история цифровая, электрическая. Что это? Неимоверно мощная стиральная машинка Ритона. Ты уверен, что это реально работает? Да, это реально Ритона. НПО Ритон. То, что называется Ритон, это похеру. А что вот эта херня работает, потому что она не может ничего выстирать. Каким образом она стирает? Ну, может быть, ты просто такой, типа, кладешь ее и потом надеваешь такой. Это, знаешь, она воздействует на подсознание. Сейчас я должен, знаете, что? Повыпрашивать у вас лайки. Ставь лайк. Если была, да. Если была. Если помнишь. Ну, хотя бы если вот это было. Ну, это в любом случае должно было быть. Всякие чуваки, типа, блядь, да у меня до сих пор, сука, такая. Слушай, а 100% там будут писать, блядь, я таким до сих пор пользуюсь. Это ультразвуковая стиральная машинка, которая по, скорее всего, кажется, задумке это автора. наеб, а не ультразвуковая машина. Наеб весьма хороший, потому что это говно было у всех. Зачем покупать, у меня не было. Стиральную машину большую? У меня не было. У меня была маленькая, только круглая, с белым диском. Бабушка в деревне купила маленькую стиральную машину. Она примерно так же от розетки, но только там такая вентилятор, короче. Ты опускаешь его. Лимоны выжимать, такая, типа, по форме, да? Маленькая, крутится. Типа того. Ну, дело-то в чем? В стиральной машине-то самое главное, чтобы вот порошок, который стирает, который вот этими активными веществами богат, он проникал в нитки, ну. Его надо просто спенивать, и все. Спенивать. Ну, если я не прав, пиши в комментарии. Ну, если ты знаешь устройство стирального порошка, пиши в комментарии.
и как вы понимаете, эти штуки, они были неотъемлемой частью нашего, ну не моего, а по крайней мере, наших родителей. Мам, в самую главную очередь, потому что не было никаких стиральных машин, все замачивалось прямо в ванне, не знаю. Бля, я представил, короче. Бля, я типа, тоже сейчас представляю, это жадуха такая, бля. чью-то маму, и у нее вместо бока, короче, стиральная машина, ты просто говоришь, частью мам наших, ёб твою мать. Замачивалось все в... Бля, это как это было Бля, плохо. замачиваем, чувак, а ты помнишь кипячение? Так к печенью мы еще вернемся. С Тайдом Понятно. будем сравнивать? Да, работает это, блядь, или не работает, потому что у меня бабушка кипятит, сука, до сих пор. При наличии гребаной, блядь, стиральной, блядь, машины за хуево тучу денег. И причем ты приходишь, блядь, на кухню, и она с этим ебучим ведром, вот таким, блядь, на новой, блядь, плите, короче, ебашит какое-то там свое полотенце. Я говорю, ты что делаешь? Белье кипячу. Я говорю, нахуя, есть будем, что ли? Пожрать нечего в доме, блядь. Что, я не знаю. Ну, блядь, кому дошло в голову, блядь, кипятить? В чем смысл кипячения белья? Ну, типа дезинфекция, 100 градусов. Какая? Нет, они только кипятят белое, блядь, белье. Исключительно нахуй белое. Ну, отбеливает лучше. Это хуйня, это собачья, блядь. Но порошок-то дорогой, типа, вот зачем кипятить. То есть, блядь, хорошо, сравним, покипятим, блядь, со стиральным обычным мылом, блядь, без мыла, блядь, и с порошком дорогим, и просто замочим в порошке дорогом. И посмотрим, что же, блядь, лучше. Дорогой порошок, звучит классно. Я пошел за мылом, вот что мы, кстати, забыли. Я вспомнил, блядь, про уникальную вот эту вот ситуацию, когда ты приходишь домой после какого-то мороза, ползания в сугробах или в грязи, ты такой приходишь домой и думаешь, сейчас я залезу в ванну. А хуй тебе, ёпта! Там, знаете, что уже лежит? 3-е сутки ваша куртка, блядь, которая отмокает и ждет часа, когда ее вот потрут об эту штуку, блядь. То есть у нас тут все аутентично. Воду отключили. Ну, Так. Холодная. а ты какую хотел? Горячую? Совсем мажор, что ли? У меня будет вот такая, не менее технологическая штука. Я, кстати, отдельно хотел сказать огромное спасибо, что кто нам напомнил про 1.45 на дискете. Я же говорил. Да, 1.45. Но я забыл. Люди, которые там писали, что 3,5. что-то там очень много 4. хранят. Вот смотрите, у нас здесь есть интернет-драйвера. Вот, если вдруг кому-то надо, Можем выслать. 10-100 мегабит интернет-драйвера, сетап программ версия 5.05. точка. На винде, по-моему, сейчас можно вообще дискету сброса сделать на винде? Или уже все, пиздец, в десятке? Просто если ты кинешь в компьютер, блядь, замкнешь и сбросишь, не знаю, что, блядь, можно, напиши винда и сбрось в окно и нахуй. Вот. К чему это я? Кто-то тут недавно писал, что у него на дискете Марио. Я хочу задать 2 вопроса. Марио никогда не выходил на компьютере и уж точно на дискете. Че, в смысле? Какого смысла Марио не выходил на компьютере? Игры, знаешь, как пиратели, даже с наклейками. Ладно, похуй, не к этому, блядь. У тебя дискета Марио от Famicom оригинальная? От хуяком Если с соседнего подвала. Нет, потому что на Famicom был дисковод в Японии. Ну, это аналог, дисковод и дископия. Ну, это задротство уже. Вот. И, возможно, у человека Марио на дискете. Знаешь, какое денег стоит, блядь? Сколько стоит? Да хуище. Пусть пришлет. Присылай. Слышь? Присылай. Че стирать-то будем? Слушай, ты хотел это сейчас в шутку, да, превратить опять? Да, хотел. Не превратишь. Этот пидорас мои заготовки постоянно, типа, блядь, просто на корню рубит. Ну ладно, блядь, шутка, не шутка, вот тебе труселяндры, блядь, на, получай. Блядь, что ты их намазал грязькой, блядь? Я их носил неделю, чувак. Занюхни, черкаш. Чувак, неделю, что у тебя было бы? Обратись к врачу, потому что, кажется, у тебя кишечная палочка размером с этот карандаш, блядь. Чувак, Сидит. это был ультразвуковой понос. Я боюсь, что это мыло не спасет. Нихуя себе, я им пол мою в мастерской, нормально все. Чувак, вот краска это лишнее. В смысле краска? Я всего-навсего пил фанту. Я буду прикладывать, прям вот как это, как врач, сука, стетоскоп к больному месту, к черкашу прям. Давай включим, не, погоди, давай включим, сейчас я мыльной рукой в розетку залезу, бля, И тебя нахуй охуенно убьет. будет, да. Блядь, громче. 5 ватт, чувак, 5 ватт. Не, чувак, она там гудит, знаешь? Она гудит, да. Бля, в голове, представляешь, мозги выстирались. И если типа пальцем вести, она такая бежит, делает, бежит. Короче, представь себе, машинка обычная потребляет, ну, где-то сраный киловатт, типа 300 ватт двигатель и еще нагревательный элемент, 600 около. 5 ватт, блядь!
Совершенно уникальное изобретение, которое может заменить В нахуй. каком году эта херня изобрелась-то? Изобрелась в 90-е, как и все МММ и так далее. С ритонной все очень просто. В тазик с бельем наливаем воду, сыпем немного стирального порошка, машинку опускаем в тазик, подключаем к розетке, и происходят чудеса. Ритонна стирает, а твои руки отдыхают. Ритона нужна в каждом доме. Ладно, я кладу вот эту замечательную вещь, просто прикладываю ее к черкашу, как... И что? Я-то по старой бабушкиной традиции жду, когда трусы сами отстираются. Ха-ха, ну типа завтра встретимся, давай, лады. Да. Слушай, у тебя даже пузыри не поднимаются. Я перну в эту кастрюлю, больше пользы будет, блин. Ну да, как бы базара ноль, из жопы больше пузырей. Друзья мои, знаете, в 90-х было 2 развода. Ну, все думают, что великий развод — это МММ, но на самом деле великий развод — это вот эта хуйня. А циркониевые браслеты? Чего? Циркониевые, Я мимо прошло, по-моему. Да, у меня было большое давление, и я пользовался таблетками. Потом я прослышал, что вот появился такой предмет – циркониевый браслет. Вот видишь, у меня уже труселя отстирались. А теперь я показываю, как это, блядь, я не мой хорош. Прошлый век, аналоговая хуйня, руками работать, отстой полный. Я тут все залил, правда, но это другая история. Давай розетку подложу. Бля, сука. Помнят руки, блядь. Талант не пропьешь, как говорится. Дерьмо брызгает во все, блядь, Ну так в этом вся история, что ты стираешь и радуешься жизни. В коммуналочке где-нибудь, знаете так, где 85 человек проживает, и у тебя, в принципе, есть 15 секунд постираться и помыться. Уникальная вещь, блядь. А ты со своим циркониевым... Ну что, почти как будто и не обосрался. Нет, нет. Да, блядь, чего нет-то? У тебя-то что? Я, блядь, на самом деле, могу вот сейчас на 3D принтере поставить детали, чтобы печатались, стиральную машинку ультразвуковую поставить и пойти пить макачино вместо вот этого вот всего. Ты только после своего макачина трусы вторые еще стирай, блядь, на 3D принтере. Друзья, кстати, еще, если вы вдруг хотите, ну просто я сразу вкидываю, что вы хотите, чтобы мы потом уже начинали снимать, дышать над картошкой. Да, охуительнейшие методы советской медицины, Вот, постсоветской. Постсоветской медицины, несколько методов постсоветской медицины. Если хотите, пожалуйста, пиздец, мы как два... У тебя горло какое-то, знаешь, вот мне кажется, Да, тебе сейчас мне помогло бы. посевший голос, я просто кричал недавно очень громко. Мне кажется, картошка напитала бы твои связки, они стали бы пластичные и очень Я думаю, бархатистые. когда мы на канале домовой появимся, блядь. Ну чё, черкаш? Да нет черкаша. Протёшь черкаш? Нет, Показывай. практически. Показывай результат. Этой святого вот этого изобретения, мне кажется, ему лет 1500, наверное, точно. Почти нет. Сколько ушло времени? 5 минут? Да, демонстрируем. Ну, то есть в таких труселях уже можно пойти спокойно, блядь, дальше в школу. Ну, перед этим их надо высушить, конечно. Самое главное, что ты знаешь, где перед хотя бы. Да, чтобы у не меня потерять. все разделено, так сказать, перед и зад. Так, хорошо. Проверим, как справилась Ритона. Ты не поверишь, она обосралась так же, как и было. О, так и что, получается, она не работает? Куда она потребляет 5 ватт? Она посылает, мне кажется, сука, у нее есть Wi-Fi, и она связывается с холодильниками там, типа. Да, мне кажется, слава богу, что она тебя нахуй не убила током, блин. Ну да, на том спасибо. Как доказал я, старые аналоговые технологии, включая... Старые Андреи. Они уникальны, они работают до сих пор и будут работать. Когда наступит конец света, вы... вот Солнце когда погасит. технологичный прогрессно-технологичное поколение, пойдете нахуй, а я выживу с этой штукой. Ну, знаете, потому что я смогу ей пару вас убрать, короче. Пока вы будете бабики бегать, я каждому пропишу и заберу то, что мне необходимо. Эта штука жила, и, возможно, у некоторых живет до сих пор на ванне. И это происходит уже лет 40. А ты помнишь еще такую И за тему, все эти 40 лет она набрала в себя всех микробов возможных. Да они с мылом Это нормально. как бактериологическое оружие. А помнишь, такая же хуйня была, типа, на ванну кладется, чтобы туда можно было 2 таза поставить, чтобы внизу куртка отмокала, а сверху еще что-то. Я удивлюсь, что сейчас еще краску стирает. Тогда скажу, что мы проиграли, блядь.
Все, что мы делали эти 20 с лишним лет, мы проебали, блядь. Придется патентовать покрытие и применять его в новых стиральных Слушай, машинах. патентовать это покрытие, в принципе, мне кажется, какая-то военная разработка, потому что это вообще ничего. Оно не гниет, Оно не стирается. не что самое стирает. Да. главное. Ты бы сколько угодно они, блядь, Можно с песочком потереть. валенки сотрешь, блядь, ботинки, кирзачи стирались от нее. Знаешь, о чем я подумал? А щипцы деревянные, помнишь? Да, Бля, блядь, чтобы вытаскивать вот эту вареную одежду вкуснейшую, сука. Если они у меня есть, я их возьму. Можно золото этой хуйней мыть. Бля, да, пробовать, ёпта. Так, ну, короче, в принципе... Вердикт, итог и наблюдение. Твои труселя стирались почище, потому что их, по-видимому, ультразвук помог им. Да, ультразвук он сделал свое Здесь я дело что-то опять первоначально. погрязнил, ну, да, видимо, ультразвук как-то чуть помог, расщепил молекулы грязи. Раскидал, размотал их Да, да. на микроуровне. Если у вас какие-то истории связаны с вот такими штуками, ультразвуком... вот это- Стопудово я кто-то пизды получал. Да, короче, если есть истории с тазиками, доской стирательной, стиральной доской, Волка, помнишь из «Ну погоди»? По эскалатору херачил на тазике. да. У меня, Как ты кстати, думаешь, у мы меня- доберемся до такого У бюджета? меня чтобы- прабабка так поехала. Куда поехал? В Питере, когда я первый раз, короче, Вверх? приехал. Нет, когда я первый раз приехал в метро и со спугу ебанулась и полетела туда. С тазами. Если у вас есть какие-то истории про вот этот, весь этот кейс, скажем так. Кейс? Рарный лутбокс, вот этот, короче, скажем так. Пишите их в комментариях. Также, еще раз напоминаю, подписываемся на наш канал, ставим лайки, жмем колокольчик, пишем, что да, мы хотим продолжение про стирку, 100% вы хотите, потому что там девайсы будут адские. Ух ты ж, ёптыш, стиральная машинка малютка. Бля, Она по звуку как реактивные страны. они там все просто ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А когда включаешь, знаешь, что ты помнишь, там была большая, у меня была из двух секций, одна стирает, другая сушит. И вот когда ты вот эту сушилку включаешь, центрифугу, Бля. там реально звук как будто запускают кого-то. И она просто такая, я пошла нахуй в другую комнату. Half-Life, короче, начинается там разлом пытается создать. А пылесосы Бля, ставили это еще. отдельный случай. Тайфун, у меня до сих пор в У хате меня стоит. тоже дома есть. Хардкор. Вот его можно будет взять. Короче, пишите, хотим все оттуда, потому что, ну что, не только же играми было. Богато. Богато наш Эпоха. период, эпоха. Вот. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Я уже об этом сказал. Ну, от Еще меня раз. они не слышат. Да, хорошо. Может быть, я скажу, и они сразу такие, ну раз он говорит. Да, и не 3500 подпишется за день, а 10. А может 10? Да, давайте, ну а что, и слабо, что ли? Сейчас такие, бля, подписчиков выпрашивают. Да, блядь, выпрашиваю нахуй. А что делать? Хуй, жизнь такая, блядь, не Вот попросишь, стираем, блядь. видишь, блядь, чем? Пиздец просто. Блядь, машины нет стиральной. Смотри, где мой, блядь, моюсь, где ёпта. Вот в Срань этом. какая. Все, блядь, заебали. Столько мата. А как без него? Нет, как без мата? Ты видишь вот это говнище все, как без мата? Я не знаю.